Доброго здоровья, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина. И сегодня речь у нас пойдет о вот таком вот прекрасном растении. Оно у меня молодое. Я вчера только взяла росточек у своей кумаси. Кумася, спасибо. И сейчас хочу его вырастить. Кто это? Златоуст. Ну и, естественно, у нас... Сейчас я уберу цветочек. Он из комнатных растений-целителей. И сейчас я зачитаю, что нам рекомендуют именно и рассказывает о золотом усе. Пока я буду зачитывать, вы, мои роднулечки, кто еще не подписался, подпишитесь на канал. Ну, а если уже подписаны, посмотрите, нажат ли у вас колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Комментарии, лайки, дизлайки, это как кому. В комментариях желательно, чтобы вы задавали вопросы по народной медицине. Если кого-то что-то интересует, я с удовольствием отвечу в комментариях или же сниму видео о той или иной болезни или растении. И также будет огромная просьба. Поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Вам это сделать несложно, а кому-то эта информация может оказаться полезной. Ну и, естественно, окажет огромнейшую помощь моему каналу. Но я приступаю, а вы внимательно смотрите и слушайте. Итак, дихоризантра. Вот такое у него название, или золотой ус коллизия. Вот такие названия имеет наше растение. Абсолютным лидером по популярности сегодня является растение с ярким и запоминающимся названием золотой ус или домашний женьшень. Еще это растение называют живым волосом и кукурузкой. Родина этого многолетнего растения – тропические и субтропические области Америки, Азии, Африки и Австралии. Золотой ус или коллизия душистая относится к семейству камелиновых, насчитывающему около 50 родов и 500 видов растений, из которых самая известная – традисканция. Растение обладает высокими лечебными свойствами, дезинфицирующими, заживляющими и тому подобное. Золотой ус является биогенным стимулятором. Как известно, общей реакцией организма на введение биогенных стимуляторов является повышение интенсивности обменных процессов в организме человека. Поэтому чаще всего его выращивают в лечебных целях. Золотой ус, имея мощное биополе, является энергетическим донором. В народной медицине препараты на основе коллизии принимаются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, селезенки, а также при бронхиальной астме, легочных болезнях, аллергии, раке и так далее. Считается, что средства, приготовленные на основе этого растения, снимают боли различной локализации, устраняют зуд, способствуют заживлению ран, ожогов, ушибов и переломов, лечат дерматиты, лишаи, язвы и кистозные новообразования. Кроме того, существует множество случаев избавления от алкогольной и никотиновой зависимости. Употребление усов снижает и артериальное давление. Официально наука еще не доказана, что живой волос лечит все эти болезни. Но, как следствует молва, целебные свойства этого растения действительно очень многогранны.
По этой причине некоторые люди вообще считают коллизию чуть ли не панацеей от всех болезней. Главное, растение помогает людям излечиться от недугов, да к тому же практически не имеет противопоказаний и побочных эффектов. Народное признание вызвало интерес и у биологов, и сегодня коллизия стала объектом тщательных исследований. Например, канадские ученые подтвердили, что в соке золотоуса содержится большое количество биологически активных веществ, которые оказывают воздействие на раковые клетки. Отечественные ученые с достоинством природного целителя добавили один недостаток. Оказалось, что иногда при употреблении внутрь настоек из коллизии происходит повреждение голосовых связок, и голос садится, хотя с течением времени и восстанавливается. Поэтому, прежде чем принять внутрь снадобье из золотого уса, посоветуйтесь с врачом, стоит ли вам это делать. Ну, о том, как выращивать мы, то, естественно, тоже пропустим и начнем вот с этого. Помните, что панацеи на свете не существует, и ни одно медикаментозное и народное средство не может гарантировать полного исцеления от болезней. Именно поэтому к народным рецептам следует относиться осторожно, а начинать лечение каким-либо лекарственным растением, в том числе и золотым усом, можно только после консультации с лечащим врачом. Даже народные целители, разработавшие схемы применения препаратов золотого уса и широко практикующие лечение ими больных, предупреждают, что это растение вовсе не является универсальным целебным средством. Его лекарственные свойства еще изучаются, и поэтому нет гарантии, что оно окажется эффективным при лечении того или иного заболевания. Ну и все же, когда нам и при каких болезнях рекомендуют коллизию народная медицина. Значит, спиртовая настойка для лечения остеохондроза, ушибов, туберкулеза, бронхиальной астмы, пневмонии, послеоперационных спаек, полипов, фибромиом. 1 стакан боковых лианоподобных побегов, разделенные коричневым фиолетовыми узлами на отдельные межузлия, измельчают острым ножом и заливают 1 литром водки. Настаивают в темном месте 10-15 дней, периодически взбалтывая. К этому времени настойка приобретет фиолетовый оттенок. Процеживают полученную настойку и хранят в темном прохладном месте. Применяют в различных концентрациях для наружного, так и для внутреннего употребления. Настой для лечения диабета, панкреатита, заболевания печени и желудочно-кишечного тракта, а также для очищения организма. 1 крупный лист, не менее 20 см длиной, поместите в стеклянную или керамическую посуду, но ни в коем случае не железную. Залейте 1 литром кипятка, хорошо укутайте и оставьте на одни сутки. Настой также можно приготовить в термосе. В этом случае он будет иметь малиново-фиолетовый цвет. Принимайте теплым по 50 грамм 3 раза в день за 40 минут до еды. Средство против синяков и ссадин. Применяйте спиртовую настойку, масло или мазь на основе золотого уса. Растертые или пропущенные через мясорубку листья прикладывайте в качестве компресса на 2 часа. Если приложить настойку сразу к ушибу, то можно избежать синяка. Компрессы из коллизии снимают боль, отечность и опухоли. Средства от ожогов, фурункулов, обморожений.
Листья или побеги золотого уса пропустите через мясорубку или разотрите пестиком фарфоровой ступки. Массу выложите на бинт, сложенный вдвое, и прикладывайте к ране. Повязку меняйте 2 раза в сутки. Средства при серьезных травмах и переломах. Принимайте спиртовую настойку коллизии по 1 десертной ложке 3 раза в день перед едой в течение 10 дней. Затем сделайте перерыв на 1 неделю, а потом пройдите еще 1 курс лечения. Иногда процедуру повторяют, чтобы повысить защитные свойства организма и окончательно снять воспалительный процесс. Средства против укусов насекомых. Целые листья золотого уса размером не менее 20 сантиметров прикладывайте к месту укуса. Благодаря сильным дезинфицирующим свойствам коллизии воспалительный процесс быстро проходит, а раны заживают. Регенерация тканей ускоряется в 2 раза. Средства против стенокардии. Ствол золотого уса вместе с листьями пропустите через мясорубку. Полученный сок смешайте с пчелиным медом в пропорции 2 к 1. Принимайте утром и вечером по 1 столовой ложке 2 раза в день. Средства при гипотонии. Смешайте измельченный лист коллизии с 1 столовой ложки травы чертополоха, залейте 1 стаканом кипятка, дайте настояться 2 часа, затем процедите. Принимайте по 50 грамм за 30 минут до еды 3-4 раза в день. Средства для лечения язвы желудка. 1 большой лист золотого уса измельчите, положите в термос и залейте 1 литром кипятка. Дайте настояться сутки. Принимайте теплым по 50 мл 3 раза в день за 40 минут до приема пищи. Средства для лечения бронхиальной астмы. Измельчите 30 междуузлей золотого уса и залейте 1-2 литрой водки. Поместите в темное место и дайте настояться 2 недели. Принимайте полученное средство за 20 минут до еды по 1 десертной ложке 3 раза в день. Старайтесь не заедать и не запивать лекарства водой. В первый день возможно обострение болезни, но оно быстро проходит. Средство против лейкоза. Смешайте измельченное растение коллизии с медом, кагором в пропорции 1 к 2. 1 столовая ложка сушеных цветков конского каштана, 1 литр воды. Оставьте настаиваться в темном месте при комнатной температуре 40 дней. Принимайте по 1 столовой ложке настоя 3 раза в день за 40 минут до еды, запивая половиной стакана отвара конского каштана. Здесь как-то оно все слито написано, значит, еще раз прочту их по отдельности. Смешайте измельченное растение коллизии с медом, кагором в пропорции 1 к 2. 1 столовая, это 1 рецепт. Второй рецепт. 1 столовая ложка сушеных цветов конского каштана на 1 литр воды. Оставьте настаиваться в темном месте при комнатной температуре 40 дней. Вот такие вот 2 рецепта идут, и потом прием. Принимайте по 1 столовой ложке настоя 3 раза в день за 40 минут до еды, запивая полстакана отвара конского каштана. Сухие цветки залейте водой, поставьте на медленный огонь. После закипания подержите на огне 3 минуты, остудите. Вот теперь они только описывают настой именно конского каштана. Ну, вот такие вот рекомендации дает нам народная медицина именно о золотом усе. Здесь часто написано о
междуузлиях золотоуса. Это у меня второй росточек, тоже посаженный вчера. Кумася, спасибо. И вот это вот как раз и называется междуузлье. Вот эти вот узлы, это у нас идет на настоечке. Ну и естественно, сейчас они у меня почему так, они пустят здесь новые росточки. Вот. Ну, друзья, вот такие вот сегодняшние рекомендации, рассказ о золотом усе. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых видео. Не забудьте поделиться этим видео в своих соцсетях со своими друзьями. Кому-то это может оказаться очень полезной информацией. Ну и, естественно, поможет моему каналу в продвижении. Ну, а я выражаю огромнейшую благодарность всем, кто оставался со мной до конца видео. Всем пока-пока. Ваша Ирина.